Всем здорово! У меня стало складываться ощущение, что в последнее время я смотрю одни исекаи и только изредка перепиваюсь чем-то другим. Ну и неудивительно, ведь данный жанр живет в синергии с другими, а иногда и вовсе является просто затравкой для истории. Потому к исекаям сейчас я отношусь с долькой пофигизма. Мне все равно, переместился ли персонаж в другой мир или переродился в нем. Главное, чтобы история была интересной. Ну или хотя бы смешной. 慣れれば大丈夫だから。俺たちなりの新人歓迎会だ。 Вообще, я изначально не планировал смотреть плод эволюции. Уже из трейлера я понял, что это будет дешевое произведение с гаремом, но забайтился всего на одну сцену. この変態マザブタ野郎、癒やしい声で泣きなさい。甘ったれてんじゃねえよ。待ってください、女王様。 Да, для меня этого оказалось достаточно. Не могу сказать, что мои ожидания не оправдались. Сериал оказался очень абсурдным, причем в хорошем плане. Но когда абсурд заканчивается, начинается уныние. Знаете, вот во многих произведениях авторы пытаются добавить свою какую-то особенную фишку. Допустим, в той же Танечке сюжет построен с довольно серьезными огрехами, но смотрелся на ура за счет главного героя. Или если отойти от темы исекаев и взять, к примеру, жанр музыки, то что мы там увидим? Девочки, стремящиеся стать айдолами? Или зомби-девочки, стремящиеся стать айдолами? Во всяком случае, вы будете наблюдать за протагонистами, которые поют, танцуют и как проводят свободное время. Но тот же айдол-мастер решил неожиданно поиграться с драмой, а зомби-ленд сага и вовсе полна стёбами над телами героинь. Таким образом, я как зритель получаю что-то особенное, то, чего в предыдущих подобных произведениях могло и не быть, даже если они одинаковы в остальном. Плод эволюции идет по пути абсурдности. Он тычет ею уже изначально, настраивая тебя на нужный лад. И ты такой: ха, герой женится на горилле, уже предвкушаю кучу неловких сцен. А потом сериал резко стагнирует, превращаясь в глупый гаремник, и будто начинает идти на серьезный лад. Это все равно, что в истории, где главный герой люто меняет свою жизнь из-за одного знакомства, будет подаваться достаточно серьезно, а потом резко бац, и весь сюжет превращается в клоунаду. Согласитесь, это бы било по атмосфере. Благо, данный сериал такое обошел стороной. Советую, кстати, к просмотру, а для полноты картины лучше почитайте. Ведь культовая манга про юность, музыку и дружбу наконец-то выходит на русском. Да, вы правильно догадались, это Бэк, восточная ударная группа. Потрясающая манга, которая удостоилась экранизации и признана фанатами как лучшее музыкальное аниме. История рассказывает о 14-летнем пареньке по имени Юки Танака, у которого нет ни хобби, ни талантов, а вся его жизнь череда одинаково серых унылых дней. Но все меняется, когда он спасает от хулиганов штопанного пса по кличке Бэк и знакомится с его хозяином, начинающим рок-музыкантом Рюской Минами. Юкио и сам серьезно увлекается музыкой, к тому же оказывается, что он весьма одарен. Первая книга серии уже вышла из печати, а на вторую прямо сейчас открыт предзаказ по специально сниженной цене. Заказать Бэк вы можете в магазине комиксов 28. Ссылка в описании. Итак, как я уже сказал ранее, сериал сильно сбавляет по уровню абсурдности и превращается в типикал гаремник с элементами романтики, только изредка перебиваясь на нелепости. Конечно, найдутся те, кто у меня спросит: так если тебе не понравился сериал, то зачем ты делаешь обзор? Ну, во-первых, я уже потратил свое время на данное произведение, а во-вторых, насколько он плох, настолько же и хорош. Не так. Он так плох, что хорош. Знаете, это тот случай, когда вы можете дропнуть сериал, не задумываясь о том, чем же он закончится, ибо долю своих эмоций вы уже получили. Вас не тянет смотреть его дальше, и не появляется желание ждать новый сезон. Посмотрев это, ты будто осознаешь, что есть картины, благодаря которым начинаешь ценить настоящий труд, в который вложена куча сил и времени. А потом плод эволюции такой: ха-ха, смотрите, у нас в одной сцене Сейти не может сломать стену, а в другой сразу ее ломает. Да вообще насрать! Чем я дольше его смотрел, тем меньше хотелось. Арка с обезьяной мне показалась весьма забавной. Сария с поведением животного была бы интересным персонажем, которая могла бы себя вести как горилла на протяжении всего сериала. Но ее довольно резко очеловечили, и единственное, что у нее осталось от гориллы, так это любовь к Сейти. Ну
и то, что она не против гарема. Да и вообще, какую-то индивидуальность персонажа теряет после окончания своей арки. Ну то есть даже та же Артория, которая просто приманивала к себе неудачу, теряет эту особенность. Спустя 2-3 серии Сейти дарит ей кольцо, которое глушит эту неудачу. Все, теперь Артория обычная милая девочка в гареме. Классно! В общем, как по мне, сериал умер на 6-й серии. До этого были интересные моменты с юмором, что удерживало перед экраном. Но после построения отношений с Арторией сериал скатился. Казалось бы, куда ниже. А вот есть куда. Лучше бы он и дальше продолжал в абсурдность, чем пытался в серьезность. Но во всяком случае, спасибо ему за подаренные эмоции в начале. Если и советовать такое смотреть, только первые 4 или 6 серий. А дальше уже для тех, кому смотреть совсем уж нечего. Ну или если вам понравился этот сериал. Но на контрасте этого я начал смотреть другой иссякай. А я ретро-паладин, нагибаю всех один, нагибаю всех один, нагибаю всех один. Паладин издалека одно, наверное, из самых душевных, но неспешных иссякаев. Хотя не так. Это самый неспешный сериал, который я в принципе видел. Чтобы вы меня поняли, то ровно 5 серий будет потрачено на экспозицию главного героя. Мы узнаем частично его прошлой жизни, на какой путь встанет и как будет к этому пути подготавливаться. Здесь все идет медленно, но при этом позволяет проникнуться миром, в котором живет Уильям. Эх, как же больно японцам читать его имя. 見るわ見る Помянем сломанные языки Сэю. Уилл не помнит, кем он был в прошлой жизни, все воспоминания будто в тумане, но это не мешает влиять на его характер. По мере взросления протагонист будет избавляться от своих страхов, получая опыт, навыки, любовь и заботу от нынешних родителей, которые, ну вы, наверное, не заметили, не совсем живые. Призрак, скелет, мумия, неплохая компашка для воспитания ребенка, но и появление пары психологических травм. Да, не буду скрывать, меня привлекло в начале именно это. Из множеств просмотренных произведений я, наверное, не вспомню те, где герои воспитывают мертвецы, ставшие приемными родителями. Не спорю, что такие сериалы скорее всего есть, но их явно мало. Это как повестись на заманчивое превью видео, но получить в ответ что-то душевное, а не очередной мой ролик. Интересно наблюдать за тем, как с виду грозный скелет-воин жестко обучает Уильяма, но в тот же момент относится к нему как к сыну. А Мари молится богине земли, горя в огне, дабы получить хлеб. Каждый из персонажей чем-то жертвует для Уильяма. И кажется, будто ты смотришь хороший тайтл про семью, до тех пор, пока Уилл не покидает своих родителей. Не буду говорить как и почему, дабы не спойлерить важные моменты, но именно с этого момента, извините за тавтологию, тайтл превращается в приключение, и тут местами он меня радовал и разочаровывал одновременно. Как бы так объяснить? Все изначально подавалось как дарк фэнтези, где миру настал тотальный пиздец. Всюду демоны, люди выживают лишь горстью, а тем, кому не повезло, грабят деревни своих же союзников. Но все это оказывается иллюзией. Когда герой заводит новые знакомства и отправляется в путешествие, мир выглядит так, будто там и никогда не было войн с демонами. Я надеюсь, что ошибаюсь, и дальше мир раскроется сильней, ибо мрачная часть истории меня привлекала все больше и больше. Но вот что точно отталкивало, так это анимация. Да, данный тайтл пахнет дешевизной. Множество однотипных 3D противников, топорная анимация в драках, тени куда-то пропадают. Вот что это? Выглядит так, будто это я масками персонажей вырезал и посадил в сцену. Но тут и не удивительно, все же как и под эволюции, так и Паладина делает одна и та же студия. К тому же они оба начали выходить в декабре. Тут явно будет распил бабла между двумя тайтлами. Но все же Паладин издалека получил большую ее часть. Хоть я и назвал произведение дешевым, но смотрится оно приятно. Есть некоторые вещи, которые можно простить из-за истории. Я не настолько глуп, чтобы ценить или ненавидеть все произведение из-за технической части. Это все равно, что ценить или ненавидеть книгу за то, что в ней есть или нет картинок. Мне важна история, атмосфера и то, как это преподносят. Хотя на графику могли бы и побольше отсыпать. Здесь ярко ощущаются элементы приключений, где вы вместе с протагонистом начинаете изучать этот мир. Свои навыки Уилл будет применять на практике и знакомить нас с его знаниями. Действия и все просчеты он будет делать в голове, потому готовьтесь, что через вас пройдет много информации. Ну а те, кто не любит подобное,
готовьтесь страдать. Тут вам придется использовать технику уворотов кота из Геншина, дабы не обращать на все это внимание. Мыслей у протагониста будет много, благодаря чему зритель будет узнавать о нем все больше. Что он чувствует, как хочет действовать, из-за чего переживает или радуется. Все это может некоторых раздражать, поскольку с подобными действиями авторы переборщили. Но мне норм. На данный момент вышло 8 серий, а к выходу видео и вовсе может выйти 9 или 10. Оценивать произведение до его завершения не стоит. Правда, хочется сказать, что сериал явно подойдет не каждому. Кому-то он покажется сильно тягомотным, а кто-то увидит в этом шарм. Но я знаю точно, что каждый будет смотреть сериал из-за эльфа на каблуках. Ну, у каждого свои вкусы. Это сейчас сказал парень в теле девки? Эй! Мне, если честно, сложно представить, как эльф на каблуках лазит по деревьям. Но ведь это эльф, и они должны занимать вроде как высокие точки для обстрела с лука или разведки. Ну или как он будет с этих деревьев спрыгивать. Мне аж стало интересно. Но выглядит правдеподобно. В общем, сериал пока мне нравится. Но не знаю, хватит ли меня на его досмотр. Все же мне приходилось делать паузы между сериями. Потому как лично по мне, «Паладин издалека» тяжелый сериал для просмотра. Но своего зрителя он найдет. Можете попробовать осилить несколько серий, и тогда поймете, стоит ли его доедать или оставить надкусанным на столе. Скажу так. Если вам зашел книжный червь со своей неторопливой историей, то и «Паладин издалека» может понравиться. Пишите свое мнение об этих двух иссякаях, а у меня на этом все. С вас лайк, комментарии, подписки, колокольчики, а с меня еще видосы. Всем спасибо за просмотр и всем пока!